Всем привет! Это видео, это аудиокнига и небольшой обзор к ней. Начну я с прочтения книги «Принцесса Кабан». В описании видео я оставлю тайм-коды, чтобы кто не захочет слушать аудиокнигу, мог сразу перейти к обзору на нее. Итак, приступим. Том 1. В старых легендах говорится, что у всех зверей на земле были свои королевства. Тогда на месте Манштата был обычный лес, где развились дикие кабаны. Это было их королевством, в котором они все счастливо жили под властью короля кабана. У короля была прелестная дочь, во всем королевстве ее рыльце было самым красивым, клыки самыми белыми, а мех самым гладким. Красавица-принцесса каждый день раздавала своим подданным самые сладкие и сочные фрукты. Сладкая малина, хрустящие яблоки, ароматные грибы. Всем принцесса сначала делилась с товарищами. Все кабаны королевства обожали короля и принцессу, и каждый день прославляли их. Хрю-хрю, да здравствует наш король! Пока он нами правит, мы никогда не будем голодны. Хрю-хрю, здравствуй, архонт ветра! Он подарил нашему королю такую добрую красавицу дочь. В уголке страницы крошечным почерком написано: «Папа, если я не буду есть конфеты каждую ночь, я буду молиться каждый день, то я стану кабаном? Я хочу быть кабаном, потому что они такие вкусные». Том 2. К северу от кабаньего леса была мерзлая тундра. Эти земли были покрыты снегом, потому что игривый барбатос еще не добрался до них. Звери, зашедшие сюда, рисковали отморозить себе лапы и копыта. «Холодно, так холодно!» — кричали они. «У меня когти вот-вот отвалятся!» Даже самый храбрый и сильный кабан-король не мог устоять перед ледяной тундрой. «Хрю-хрю! Я себе так пяток отморожу! Они уже все синие!» И жил в тех землях только один волчонок. Внизу страницы под текстом написано детским почерком: «Папа, а почему у волка когти не отвалились?» Том 3. Волчонок был беззаботным ребенком с ярко-голубыми глазами и гладким серым мехом. Когда он начинал злиться, то выглядел прямо как изображение волка перед собором Барбатоса. Но однажды во время охоты в лесу он встретил злого колдуна, белку Вубаку. В древние земли ни одно существо, ни демоны и ни драконы не были злее, чем Вубака. Он презирал все хорошее и клялся превратить красоту в уродство, а свет во тьму. Он видел счастливого волчонка, и гнев закипел в нем. Он сказал про себя: «Пик, пик, я само зло, я буду пронзать его сердце ледяным холодом, пока он не потеряет всю надежду». Сказал это Вубака, начал закладывать свое магическое проклятие на волчонка. Но безрассудный волчонок съел его без всяких объяснений. Вубака был так взбешен, что начал говорить самые вульгарные и оскорбительные слова, которые когда-либо знал волчонок. Волчонок почувствовал, как во рту у него кто-то разговаривает. И только тогда он понял, что совершил ошибку. «Ау, прости, мистер Белка, я думал, вы съедобен». Волчонок хотел извиниться перед Белкой, но когда его горло сжалось и расслабилось, Белка с шумом упала ему на живот. К странице прикреплен лист бумаги с важными указаниями. «Лили, вот почему ты должна внимательно смотреть, что кладешь себе в рот, когда находишься на улице». Том 4. Никто не знал, какая химия творится в желудке волчонка, но проклятие Вубаки волшебным образом вступило в силу. Холодная льдинка пронзила и заморозила сердце щенка. С тех пор волчонок стал холодным и злым, и когда другие животные заботились о нем, он отвечал им только самым грубыми словами или самыми злыми поступками. В конце концов, все животные возненавидели его. С тех пор каждый волк в лесу говорил о щенке: «Кав! Какой же он эгоистичный волчонок! Такой несносный ребенок! Ав! Ав! Какой же он бессердечный волк!
Давайте держаться от него подальше. Волчонок терял своих друзей одного за другим. Лес больше не приветствовал одинокого щенка, так что ему ничего не оставалось, как направиться на север. На севере была тундра, снежная буря и не упускала сюда никаких зверей. Но когда его сердце замерзло, волчонок больше не боялся холода. Он решил поселиться в этих краях и стал одиноким волком, который бродил по заснеженной тундре. На уголке страницы есть надпись, сделанная маленькой девочкой. «Папа, а куда делся Вубака?» Том 5. Однажды принцесса Кабан услышала о волчонке и была глубоко опечалена этим рассказом. Принцесса, пытаясь разузнать у своих друзей, как разморозить его сердце и вернуть прежнего сладкого щеночка. Она все спрашивала и спрашивала, но только мудрая лиса и старая черепаха знали ответ. «Фыр, фыр, фыр! Только искренность и огонь могут растопить такой злой лед. Фыр, фыр!» — ответила лиса. «Дружба требует жертв. Без жертв не случится дружбы. Я прошу прощения за то, что не умею издавать смешные звуки», — сказала бабушка черепаха. Сообразительная принцесса сразу же поняла, что ей следует делать. Она вытерла слезы и сделала реверанс двум мудрым животным. «Хрю, хрю, спасибо. Я бы хотела, чтобы вы пошли посмотреть на волчонка вместе со мной и стали первыми свидетелями нашей дружбы». Когда лиса и черепаха получили приглашение принцессы, сердца их наполнились радостью. Они отправились вместе с принцессой на север. К странице прикреплен листок бумаги, на котором, по-видимому, написано отцом девочки. Черепахи не могут издавать звуки, и мы не можем их заставить. Бабушка черепаха очень вежливая и поэтому объяснила это принцессе. Том 6. И вот принцесса с двумя мудрецами отправились в далекую северную тундру. В тундре кругом только лед и снег, а самый храбрый, самый сильный зверь или даже хорек, чемпион по копанию, не смогли бы найти здесь ни одной сладенькой травиночки, ни одной сочной ягодки. Принцесса ужасно замерзла, но она не отступала и смело шла в самое сердце тундры. Ледяной ветер совсем не измучил мудрую лису и благоразумную бабушку черепаху, и они по очереди уговаривали принцессу. «Фыр, фыр, фыр! Если его величество король узнает, что мы в таком опасном месте, то будет волноваться. Не лучше ли вернуться? Фыр, фыр, фыр! Да, да, буран все сильнее, а мы все холоднее. Не лучше ли отдохнуть и продолжить путь при хорошей погоде? Прошу прощения, что не умею издавать смешные звуки». Но упорная принцесса не слушала мудрых советов и решительно продолжала идти вглубь ледяной тундры. Ведь что может быть важнее, чем спасение дорогого друга? Что может быть благороднее, чем поиски утерянной дружбы? Вот шли они и шли, пока их лапы и копыта не посинели, пока с носов не свисали сосульки. На вершине ледяной горы, на берегу ревущей под льдом реки, принцесса встретила фею, парившую в холодных порывах ветра. Она была очень древней и очень мудрой, и хотя у нее не было формы, у нее была сильная магия. «Хрю, хрю, вы здесь хозяин? Не могли бы вы провести нас через буран?» — вежливо спросила принцесса, топча онемевшие от холода копытца. Мудрая лиса и благоразумная бабушка черепаха с надеждой смотрели на фею, топча онемевшие от холода лапки. Невесомая фея ответила. «Могла бы, но за это я высосу из вас жизненную силу. Вы будете идти в ледяном ветре, и вам будет все холоднее. Все же тяжелее и холоднее, но вы не умрете, наверное. Хрю, хрю, все же она фея ледяного ветра», — подумала принцесса. Но со мной самые мудрые и заботливые члены моей семьи, они обязательно что-нибудь придумают.
Принцесса без сомнений приняла предложение феи, а мудрая лиса и благоразумная бабушка-черепаха даже не успели ничего сказать. «Хрю, Хрю, это честный обмен, скорее веди нас к волчонку». И вот фея превратилась в морозный поток и повела упорную принцессу через высокие снежные горы. Том 7. Пройдя через жестокий мороз и бурю, принцесса наконец-то встретила волчонка. Он весь покрылся льдом, его яркие голубые глаза потускнели, а он даже забыл, как лаять. «Ау! Вы пришли как раз вовремя, потому что я еще не обедал». Услышав его слова, добрая принцесса не смогла сдержать слез. Ее теплые слезы как будто растопили немного льда на краешке сердца волчонка. «Ау! Почему ты плачешь?» «Хрю, Хрю, ты умрешь здесь с голоду, а я никогда не видела такого несчастья в моем королевстве. Я пожертвую всем, чтобы накормить твой голодный желудок». Волчонок был ошеломлен словами. «Ау! Вы, должно быть, сошли с ума, мадам. Никто никогда не осмелится говорить мне таких вещей». Но когда щенок увидел, насколько решительным был ее взгляд, замерзшее сердце снова забилось. «Нет!» — выкликнула принцесса. «Я пожертвую двумя самыми мудрыми и заботливыми членами своей семьи, чтобы накормить тебя. Все это ради нашей дружбы». Лиса поняла, что она имеет в виду, и попыталась убежать, но волчонок и принцесса прижали ее к земле. Бабушка-черепаха так испугалась, что забралась в панцирь. Волчонок и принцесса прекрасно отобедали на снегу. Найдя пещеру, они набрали грибов, развели костер из мха и повели вкусный черепаший суп. Впервые волчонок почувствовал радость от того, что делится и заводит друзей. Его замерзшее сердце растаяло в слезах счастья. Принцесса взяла волчонка за лапу, и они радостно вернулись домой. В последней странице прикреплена карточка с надписью: «Дорогая, лучше всего нам подарить этот сборник рассказов в библиотеке». А теперь мой обзор к книге. Сама книга написана в стиле старогерманских сказок. Как пример, концовки всем нам известной Золушки была совсем другой. Братья Гримм, следуя сказочным традициям народов Германии, поступают с героями сказки не менее жестоко. Пытаясь втиснуться в тесный башмачок, одна из злобных сестер Золушки отрубает себе пятку, другая – палец. Несмотря на мучения, хитрости разгадана. Наблюдательные голуби, указывая на кровь принцу, а затем выклевывая глаза сестрам. Девушки в плаче, девушки влачат свои длинные дни слепыми и нищими, когда, как Золушка божествует во дворце. Продолжим. Я думаю, что это не совсем сказка, а именно пересказ того, что случилось во время катаклизма в виде сказки. Я думаю, что книгу специально написали в таком стиле, чтобы никто не мог уничтожить ее как доказательство случившееся в прошлом. Здесь, я думаю, принцесса Кабан — это или первая, или вторая Крио Архонт. Здесь я точно не знаю, так как неизвестно, когда и как умерла первая царица, и если она вообще мертва. Лиса это Макото, первый электроархонт. Черепаха это первый дендроархонт. А вот волк это Голд или как мы уже знаем, Рейндотер. Белка это воплощение бездны. Я думаю, что здесь волк, то есть Рейн, был поглощен бездной. Возможно, среди 7 архонтов только 3, Крио, Дендро и Электро, захотели напрямую помочь спасти народ Каинри. В процессе им удалось очистить от скверны Голда, но и сами они погибли. Насчет Крио Архонта неизвестно, так как мы не знаем, умерла ли она или нет. Может быть, он или она, так как неизвестно, первый архонт был царем или царицей. Он так и живет, возможно, он так и живет с Голдом где-то в Каинри, в том, что осталось от Каинри, ну или там, где сейчас находится Голд.
Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео. Посмотрите другие видео на моем канале и подписывайтесь на мой канал. Я стримлю каждый день Геншин, и когда есть что-то интересное, то Ханкай тоже. Всем спасибо и до встречи в других видео.